Большинство из вас уже наверняка видели новость о том, что пользователь форума Resetera под ником Heavy008 представился бывшим художником Starfield и рассказал об игре. А если вы это пропустили, то рекомендую поставить видео на паузу и подписаться на группу Danimar's Game ВКонтакте, чтобы в будущем не пропускать и другие интересные события. И казалось бы, что сейчас любой ноунейм назовется бывшим сотрудником и напишет что угодно, но известный игровой журналист Джейсон Шрайер, который постоянно сливает различные инсайды из игровых студий, подтвердил личность этого пользователя. Он написал следующее: «Я могу подтвердить, что Heavy008 был настоящим. Я не могу подтвердить все, что он сказал, но он точно был тем, за кого себя выдавал. Надеюсь, адвокаты не будут его преследовать». Записи с форума удалили, как и сам профиль, после того, как другие пользователи написали ему, что он нарушил контракт о неразглашении, которые обычно длятся от 5 до 10 лет. Предположим, что это действительно бывший сотрудник компании. Давайте глянем, что он написал, и разберем каждый его тезис, держа в уме, что это лишь мнение одного конкретного художника, и мнение одного человека может не совпадать с мнением остальных разработчиков. Но все же, Тодд Говард очень харизматичный парень, и в целом в студии приятно работать. Тут добавить нечего, так как недаром Bethesda Game Studios чуть ли не единственная студия, которая уже в течение 20 лет умудряется сохранить основной костяк команды, который переходит от проекта к проекту, начиная с разработки Morrowind'а. В то время как информационное поле все время наполняет новости из других студий, основанные на скандалах, забастовках, домогательствах или каких-то переработках. От сотрудников Bethesda Game Studios я обычно как раз слышу только позитивные и интересные рассказы о работе, первых знакомствах с другими участниками коллектива, каких-то воспоминаниях и прочем. С утверждением, что в беседке приятно работать, а Тодд Говард харизматичный парень, трудно не согласиться. Но что же он пишет дальше? А вот движок — кусок дерьма, хотя при этом все выглядит красиво. Графика становится только лучше, однако не на уровне Horizon Forbidden West. И вот на этом месте у некоторых людей в интернете начались панические атаки. Все пропало, он назвал это дерьмом. Ужас, это будет второй Киберпанк 2077. Чего только не пишут и с какими только играми не сравнивают. Но самое удивительное в этом всем, что движок студии из раза в раз хейтят столько, сколько я себя помню. Да так, что мне пришлось аж снимать полноценное большое видео про движок беседки, как раз на этой почве, и которая стала самым популярным на канале, что только подтверждает то, что тема движка студии многих не отпускает со времен Morrowind'а. Но что по итогу мы наблюдаем каждый раз? То, что игры с Bethesda Game Studios все время становятся практически народными и оседают в списке любимых на десятилетия вперед. И моды к играм как клепали сотнями ежемесячно, так и продолжают клепать. И опять же все благодаря движку. И благодаря движку тот самый костяк команды в самые короткие сроки способен наполнить игру горами контента, работая с привычными инструментами. Графика в каждом новом релизе студии становится на порядок лучше, чем в предыдущем, и тут нас ждет то же самое. Даже бывший художник сам подтвердил это, сказав, что графика становится только лучше. Не знаю, у кого какие стандарты и требования, и что для кого является эталоном для подражания, но я даже сегодня, запуская Skyrim Special Edition, не ощущаю никакого дискомфорта в плане визуала. Выглядит и по сей день не хуже множества современных игр. Что уж говорить, если на него еще и графических модов навесить. Почему компания не хочет переходить на другой движок, я объяснял довольно подробно в нескольких видео. Можете глянуть, дабы снова не мусолить одно и то же. Дальше бывший художник продолжает. В этом году каждый четверг команда устраивает игровые тесты. Вот касательно тестов, я на месте команды устраивал бы их ежедневно. В чем хочется покритиковать компанию, так это в постоянном ощущении недостатка тестирования своих игр. Так как на релизе игры от беседочки все время сталкиваются с критикой от игроков именно на этой почве. И со временем игры приходится допиливать патчами или фанатскими модификациями. Надеюсь, количество тестов и их качество увеличатся, ведь компания в который раз рискует на старте столкнуться с критикой от игроков за сырость или какие-то баги. И кстати, интересный момент. Все время замечал такую особенность, что одна и та же игра у всех идет по-разному. У кого-то ни единого бага за 50-60 часов игры, а у кого-то они начинают появляться уже на моменте стартовой сцены. Недавно мы разбирали на канале изречения разработчиков, которые говорили, что намеренно создают в своих играх хаос. И по всей видимости, их игры и правда живут вообще своей жизнью, а потому в одном и том же месте у людей игра ведет себя по-разному. Хотя, конечно же, технические аспекты также играют огромную роль. Архитектура системы, технические характеристики железа, драйвера и так далее. Дальше было написано следующее утверждение, что со стрельбой все хорошо, а вот к полетам есть вопросы. На мой взгляд, и Fallout 4 со стрельбой все было хорошо. Хотя я встречал немало критики в ее адрес, но так и не понял, с чем она связана. На мой взгляд, оружие нормально ощущается, целится удобно, не хуже, чем в каких-нибудь шутерах. Так что претензий в этом вопросе никогда не понимал. Конечно, это не Doom и не какой-нибудь сетевой шутер, где
где стрельба это основа основ. Для своего жанра стрельба в играх от беседки вполне себе на достойном уровне. То, что к полетам есть вопросы, это было известно несколько лет назад. Этот момент я также разбирал на своем канале в одном из первых видео по Старфилду. Слухи просачивались и ранее, но как и в последних видео, повторю слова Тодда Говарда о том, что игра не является симулятором космических полетов. Это классическая игра студии с привычной фанатам базовой структурой. И на возражение о том, что игра про космос не может быть с плохими полетами, хочется возразить, что самая любимая игроками франшиза про космос их вообще не имеет. Речь, конечно же, про Mass Effect. Вроде и летаешь с планеты на планету, есть ощущение перелетов, но с другой стороны прямого управления кораблем нет. И это как-то совсем не мешало погружению и чувству исследования. Из последнего, что можно вспомнить, внешние миры от Obsidian. А потому этот пункт я даже не рассматриваю. Меньше всего меня волнует механика полетов, а больше всего волнует разнообразие и количество контентов, про которое также было сказано нашим дорогим и уважаемым бывшим художникам. Bethesda постарается не переносить релиз, но для этого придется пожертвовать контентом, которого, впрочем, и так слишком много. Бета начинается летом, тогда проект покажут широкой публике и станет ясно, успеет ли студия завершить его в срок. То, что контента в игре слишком много, мне прямо греет душу. Это единственное, что меня по-настоящему интересовало все время. Так как один из самых любимых пунктов игр от беседочки — это погружение в тонну разнообразного контента и чувство исследования, которое, на мой взгляд, они передают лучше всех остальных. Когда начинаешь играть и лишь спустя неделю отрываешься от монитора и охреневаешь от того, как тебя молниеносно засосало в игровой мир. Кто-то, возможно, играет в игры только ради графики, кто-то ради ачивок и социальных рейтингов. Но как по мне, контент и есть самое главное в игре. Если беседка для того, чтобы успеть в срок, пожертвует частью контента, то нет сомнений в том, что его добавят в последующие DLC. Труды не пропадут, это уж точно. Переживать не стоит. Самое главное, что уже сейчас, на той стадии игры, на которой она находится, контента, со слов художника, слишком много. Это самое лучшее, что мог услышать касательно Старфилда. Предлагаю меньше разводить пессимизма. Сколько раз уже заочно хоронили игры студии за ее якобы устаревший движок, и всякий раз их игры становились массовыми, народными и любимыми. Fallout 76 это дополнение к Fallout 4, которое переросло в экспериментальный проект. Вспоминать его в очередной раз уже как-то слишком пошло. Может ли игра про космос быть без полетов? Еще как может, и примеров достаточно. А тут и полеты есть, просто механика вроде как кривая. Но опять же, это со слов лишь одного человека и не более. Да и неизвестно, когда он был уволен из компании, на какой стадии разработки. Это также имеет значение. Ну и хотелось бы вновь повторить то, что я написал в группе на момент появления новости. Если это даже и правда бывший художник, на то он и бывший. Как правило, только бывшие что-то вечно и критикуют. А потому ждем показа, до которого осталось всего ничего. Уже начиная с июня месяца начнется рекламная кампания игры, где нам все покажут и расскажут. На этой же неделе вышел новый журнал разработки, в котором композитор Инан Зур и звукорежиссер Марк Лэмперт поговорили о музыкальной составляющей игры. Выделить из их диалога особо нечего, кроме того, что написание музыки начиналось на ранней стадии разработки во время создания концепт-артов к игре. И это для меня стало неожиданностью, так как обычно музыка пишется к готовым сценам на финальной стадии, как, например, было при разработке Oblivion. Весь разговор Зура и Ламперта состоял в том, что они пытались гармонично встроить звук в игру, придать каждой сцене глубину. А также из их разговора можно уловить описание привычной структуры игры. Неважно, хотите ли вы сразу вступить в игру и следовать основному квесту, основному сюжету и идти к очевидной точке, ведущей к другой, а затем к другой. Из этой фразы можно понять, что так же как и всегда игрок будет выбирать, как проходить игру. Двигаться по основному сюжету или же двигаться в сторону точек интереса, которые на карте будут появляться и появляться. И задача звукорежиссера сделать плавные переходы музыки в тех местах, где есть событийные моменты. Например, при переходе от исследования к уведомлению обнаружения нового места. В целом их разговор состоял из обобщенных фраз, основанных больше на эмоциях. Ну, музыканты ведь творческие люди, вы сами понимаете. И все-таки в отличие от геймплея, музыку нужно слушать, а не говорить о ней. Уверен, с ней все будет в полном порядке. Если кто-то не в курсе, кто такой Инан Зур, то это очень известный композитор, который давно сотрудничает с беседкой и писал музыку ко всем частям Fallout. А в целом у него очень огромный послужной список. Множество игровых проектов, в которых он принял участие. Композитор очень опытный. Звукорежиссер же относится к старой гвардии компании. Помню его еще очень молодым и зеленым в фильме о создании Oblivion. Именно на этом проекте он присоединился к студии, затем работал над Skyrim и сегодня вот трудится над Старфилдом. Это как раз к слову о том, что работать в компании под руководством величайшего, неповторимого и гениального Тодда Говарда приятно и комфортно.
Давайте взглянем на новые арты, которые нам показали в новом журнале разработчиков. Судя по зеленому едкому свечению, это какие-то ядовитые болота. И тут же вновь назревает вопрос: будут ли особые показатели нашего защитного костюма, отвечающие за такие параметры, как защита от токсинов, холода, жары и так далее. Надеюсь, некоторые компоненты для костюма будет трудно достать, но которые позволят исследовать особо неблагоприятные по климату планеты, чтобы в полной мере ощущалась награда за поиски в виде открытия новых мест, которые ранее были смертельно опасны. Это было бы круто. Судя по огромным деревьям, обитатели этой планеты также огромны. Возможно, в таких местах будут какие-нибудь огромные пауки. Помещение космического корабля. Кроме того, что тут чудовищное внимание к деталям, несмотря на то, что это просто арт, тут добавить больше нечего. Еще одно подтверждение словам Тодда Говарда, что компания, так же как и всегда, запаривается над мелкими деталями. Сколько объектов из представленных будет интерактивными, а сколько лишь декорациями, думаю, выясним уже скоро. Выглядит все и правда очень насыщенным. Пустыня со своеобразными кактусами и огромной планетой на небесном горизонте. Не сомневаюсь в том, что подобные растения можно будет собирать для изготовления из них всевозможных напитков с различными свойствами. И чем хороша планетарная система построения уровней? То, что можно делать любые локации и территории, которые не могли бы уместиться в континентальной системе. Например, сейчас ты исследуешь жаркую пустыню, а уже через полчаса ты находишься в ледяных горах. Еще немного и ты уже в джунглях. На игровой карте, состоящей из одного региона, такое совместить довольно трудно. Очередная пещера с подземными водопадами. Нужно больше пещер. Чем больше, тем лучше. Надеюсь, в их количестве они превзойдут Skyrim, назло всем злопыхателям и критикам. Для меня каждая пещера на миникарте во время прохождения Skyrim была праздником, так как я уже предвкушал новые записки, новые истории и новые приключения минут на 30. А вот и вновь жилое помещение на космической станции. Одно из таких мы уже видели на предыдущих артах. Возможно, это то же самое помещение, но с другого ракурса. Девушка, читающая книгу на фоне бескрайнего космоса. Очень уютно, не правда ли? Прикроватная тумбочка со множеством книг, постель, мягкая игрушка, полотенца, постеры и стикеры, расклеенные по стенам и на стекле. Уже можно подтвердить, что будет как минимум одна жилая станция, похожая на убежище из Fallout, но только размещенная в космосе. Наверняка можно будет походить по общим залам, пообщаться с жильцами и набирать квестов. Огромный зал с посадочной платформой. Судя по яркому ослепительному свету, на планете непереносимая жара, а люди, которые на ней обитают, живут в подземных закрытых базах. И это, похоже, одна из таких, но это лишь предположение. Ну и последний из новых артов — это космический корабль на фоне колец гигантской планеты. Заметил, что практически на всех артах корабли разные, формы их сильно отличаются, а потому можно предположить, что в игре будет немало всевозможных вариантов кастомизации, или же вовсе подбора кораблей под свой стиль игры, по примеру классов брони на персонажа, легкая, средняя и тяжелая. Как же это будет на деле, узнаем уже совсем скоро. Первый полноценный показ игры состоится уже в середине июня, так что ждем. Подписывайтесь на канал и на мой Бусти, если хотите поддержать меня финансово, ведь я с недавнего времени отключен от монетизации, и основной род деятельности резко превратился исключительно в хобби между делом. Ставьте лайки, делитесь видео со своими друзьями, пишите ваши комментарии. Ну а с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!